Здравствуйте! Рада всем, кто зашел на мой канал. Купила в АТБ скатерть из нетканого материала за 29 гривен и решила сшить органайзер для детских вещей. Процесс несложный. Нужно внимательно посмотреть видео, и вы все сможете повторить. Для изготовления органайзера я беру скатерть, которую купила в АТБ. Она из нетканого материала. Из такой ткани я раньше не шила, поэтому решила укрепить ее еще клеевым флизелином. Взяла обычный белый клеевой флизелин. Для отделки, чтобы был контраст, я взяла черный клеевой флизелин. Размер готового органайзера будет длиной 48 см, шириной 15 см и высотой 10 см. Не буду вас утомлять расчетами, дам сразу готовую выкройку. Для боковых деталей я вырезала два прямоугольника 48 на 20. Так. Для перегородок 7 прямоугольников 16 на 15. И на дно прямоугольник 15 шириной, 88 сантиметров длиной. Чтобы проклеить дно, мне не хватило флизелина, поэтому я дно укреплю вот такой вот салфеткой. Приступим к пошиву. Начнем с перегородок. Прямоугольник 15 на 16 складываю пополам. Для удобства фиксирую булавочками. И край обрабатываю черным флизелином. Так поступаю со всеми перегородками. Снимаем булавки, разрезаем заготовки и лишние нитки. Перегородки приготовили, отлаживаем их временно в сторону. И будем заниматься боковинами. Так, боковины сворачиваем пополам. И делаем разметку. Отмечаем 6 сантиметров. Это у нас будут места, куда мы будем пришивать перегородки. Теперь нужно с верхнего края отметить 1 сантиметр. Перегородки будут пришиваться не с самого верха, а на сантиметр ниже. Его мы и наметим сейчас. Так. Теперь берем вторую боковинку. Слаживаем пополам. Переворачиваем навстречу. Смотрите, чтобы нижние части сходились. И делаем такую же разметку. И 1 сантиметр со стороны сгиба. Начинаем сборку органайзера. Берем боковинку и начинаем пришивать перегородки. Перегородку совмещаем с меткой, где мы отмечали 1 сантиметр. И прокладываем строчку, не доходя до низа. Так, и так мы поступаем со всеми перегородочками. При стачивании деталей не забывайте делать закрепки. Так, одну боковинку мы соединили с перегородками.
Еще смотрите один нюанс. Когда я делала выкройку боковинки, я не делала припуски на вшивание перегородок, потому что у меня ткань не сыпется. Если у вас ткань сыпется, вшивать перегородки нужно вот таким вот образом. Вот, вставили перегородку, завернули и проложили здесь строчку. Тогда вам нужно будет добавить припуски на швы. Страчиваем перегородки ко второй половинке. Так, начать лучше с этой стороны. Также прикладываем к намеченной точке. Для удобства можно заколоть булавочками. Следующую к следующей наметке. И так по очереди. По очереди прикалываем все перегородки. Вот. Вшили вторую сторону. Обрежем лишние нитки. Середина для органайзера уже готова. Сейчас будем работать с дном. С каждой стороны отмеряю 10 сантиметров. Так, по линии выкладываю дополнительную ткань, сгинаю и фиксирую булавками. Так. Берем середину и соединяем края боковин. Фиксируем булавочками, чтобы удобнее было пришивать. Так, и с этой стороны также. Боковины соединяем так, чтобы швы у нас были наружу. Мы их потом будем обрабатывать кантом. Так, вот бока сшили. Теперь будем соединять дно. Слаживаем, находим середину, намечаем. Сделаем с обоих сторон сразу. Так, теперь находим середину стен. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре. Середина. Так, здесь у нас строчка проложена не до конца. Это припуск на шов. Соединяем с дном. Фиксируем булавочкой.
Прокладываем здесь шов. Со второй стороной поступаем так же. Так, дно прострочили. Теперь осталось обработать срезы. Беру полоски из черного флизелина и обрабатываю сначала дно, потом боковые части. Все, края окантовали. Органайзер готов. Можно складывать вещи, начинать пользоваться. На мой взгляд, получилось довольно неплохо. Органайзер вместительный, довольно прочный, хорошо держит форму. Вот такой большой органайзер для детской одежды у меня получился. Сюда я сложила топики, маечки и футболочки. Теперь в комоде будет порядок. Очень удобно. Не нужно искать, перекладывать вещи. Все у вас перед глазами. И еще сшила органайзер побольше. Сюда я сложила свитшоты и свитерочки. Размеры органайзера побольше я оставлю внизу под видео в описании. Планирую шить еще органайзер для носков и нижнего белья. Там тоже хочется порядка. Если видео было для вас полезным, подписывайтесь на мой канал. Будет интересно.